Всем привет. Кто меня не знает, меня зовут Илья. Я работаю в Halo бэкэнд разработчиком. Пишу всякие классные штуки. И сталкиваюсь ежедневно в работе с системами контроля версий. Я думаю, я такой не один. Вот, поэтому, когда я выбирал тему для своего доклада, я решил взять что-то такое всеобъемлющее, то, чем пользуемся мы все. Мой доклад про то, что такое система контроля версий. Соответственно, мы обсудим, что такое гид. Мы им пользуемся каждый день, но не каждый из нас знает до конца, как он работает. Кто-то им пользуется просто там на автомате, там знает, что такое git, что такое commit, что такое push, что такое pull. А как оно на самом деле все происходит, особо не задумывается. И сегодня я постараюсь, по крайней мере, для тех ребят, которые либо в принципе не работали с гитом, я знаю, что сюда могут прийти менеджеры, чтобы менеджеры знали, чем занимаются их сотрудники, их разработчики, чем они пользуются. Поговорим про историю создания гита, как он такой появился на свет. Посмотрим на то, как им пользоваться. И посмотрим на его именно вот самое интересное, как по мне, часть, это его архитектура. Как так получилось, что он такой сложный, и почему так сложно учить. Перейдем к презентажке. Вот. Система контроля версий Git, или как инструмент, созданный монстром для других монстров, стал неотъемлемой частью жизни любого разработчика. Почему мы говорим здесь о каких-то монстрах, мы поговорим чуть-чуть позже. Это вы все узнаете. Мотивацией моего доклада заключается то, что я бы хотел доказать, что Git существует без GitHub для некоторых людей. Для кого-то слово Git и GitHub это означает примерно что-то все одно и то же. Есть начинающие разработчики, которые учат Git и GitHub в связке как нечто, что-то единственное, что-то связанное между собой. По факту Git никогда ничего о GitHub не знал. Да и до сих пор, в принципе, не знает. Этот как бы миф мы тоже немножко развеем. То есть получается, что человек может механически с гитом работать правильно. То есть коммитить, пушить, пулить, там, создавать ветки и все такое. Но иногда не знать, не понимать, что происходит на самом деле. Особенно хорошо помогает знать, что происходит на самом деле, когда происходит какая-то необычная ситуация, которая выходит из обычного workflow человека, ему нужно там условно что-то прям очень жестко поменять, переключить. И когда начинается эта вся разборка с гитом, как все, куда мы все, что мы будем делать дальше, вот эти вот знания, они хорошо работают в этом плане. Плюс есть очень большое количество сейчас разработчиков, которые изначально начинают работу свою с гитом не через консоль, а сразу же начинают пользоваться GUI. То есть некими программами, которые абстрагируют работу с консолью, и человек по факту просто занимается тем, что нажимает на кнопочки, не зная, что происходит на самом деле, какие гид-команды выполняются, почему они выполняются так, почему такие параметры. Вот, поэтому я считаю, что учить гид нужно через терминал, через консоль. Но, увы, есть и свои плюсы, о которых мы тоже чуть позже поговорим. Собственно, на экране план, примерно о том, о чем будем сегодня говорить. Для начала давайте в целом проговорим про понятие системы контроля версий. И мы дальше будем потихоньку его наполнять какими-то другими связующими данными, информацией. В своем базовом понимании система контроля версий — это система, которая делает записи об изменениях файлов проекта, благодаря чему появляется возможность вернуться к определенному состоянию файлов из прошлого в будущем. То есть поработали, вернулись обратно, если что-то случилось плохое.
То есть, если вы вдруг накосячили в своей рабочей директории, у вас всегда есть возможность вернуться к предыдущей условно рабочей версии своих файлов. Думаю, что большинство из разработчиков ежедневно сталкиваются с работой с системой контроля версий. Поэтому я решил пофантазировать. С какими проблемами может столкнуться разработчик, если бы гид или условно система контроля версий не придумали в принципе? То есть благодаря этому мы поймем, какие проблемы решает достаточно тяжелый для понимания инструмент. Я взял такие как примеры из жизни, я бы их так назвал. Первый пример из жизни называется склероз. Я его так немного грубовато обозвал, но надеюсь, вы поймете, о чем я. Представьте ситуацию, когда у вас нету гита, у вас нету резервных копий, у вас нету версий никаких. У вас есть только что-то разрабатываете в IDE. Вы меняете файлы, содержание, меняете какие-то конфиги удаляете, какие-то файлы добавляете, удаляете, переименовываете. В общем, делаете какие-то манипуляции. Пока вы этим занимаетесь, проект в подвешенном состоянии, потому что фича не доделана, соответственно. Проект работает неконсистентно, неправильно. И вот вы пишете, условно, 2 часа, 3 часа, 4 часа вы пишете какую-то фичу, но сталкиваетесь с тем, что в какой-то момент у вас перестает работать вообще все. У вас почему-то нормально не работает новая фича, у вас почему-то отвалились старые, у вас, в принципе, ничего вдруг не запускается. Вот такое, возможно, может случиться в какой-то из такой ситуации, если неаккуратно все это делать. И вы приходите к мнению, что нужно вернуть все обратно. Начать с чистого листа. Я вот уже примерно понял, что есть о чем, как это все делается, давайте вернемся обратно. Вы начинаете нажимать Ctrl-Z, вы начинаете пытаться восстановить конфиги, а потом вдруг оказывается, что в вашей IDE-шке Ctrl-Z работает только условно там 50 или на 100 изменений, и все вернуть до конца вы не можете. Вы начинаете возвращать все руками, и в итоге вообще ничего не работает. И все. И вы просто в прострации выпадаете, не знаете, что делать. Кошмар и ужас. Проблема? Проблема. Проблема номер 2. Неожиданная демка. Условно, вы сидите, работаете также на своей какой-то рабочей копии проекта, и вам пишет Project Manager, говорит: короче, нужно срочно показать демо. Демо фичи, которые мы писали 2 месяца назад, очень надо. Вот сейчас, вот просто зашери экран, покажи. А у вас одна версия проекта, и вы в разгаре работы вообще. Условимся, что у нас нету стейджинга при этом еще. Если у нас нету системы контроля версии, то, допустим, у нас еще нету стейджинга. И вам нужно что-то показать, а вы в разгаре работы. И быстро все вернуть обратно вы не можете. У вас нету такой просто тулзы. Вы начинаете думать, как все быстро вернуть, может быть, как-то обернуть то, что нужно показывать в какой-то определенный такой мок какой-то, то есть чтобы это как-то можно было презентовать. Но в итоге тут же какая-то чушь получается. Вот. И в целом, как еще одна проблема, которая, наверное, одна из самых важных, скорее всего, это конфликты и проблемы в коллективной работе. Коллективная работа без системы контроля версий, тем более распределенной, о чем мы чуть попозже сейчас поговорим, звучит, в принципе, как что-то ужасное. Представить нормальную работу коллективную, когда нету инструмента, который будет коллективные версии продукта совмещать вместе и показывать какой-то определенный вывод того, что у нас получается, это очень тяжело. Все начинают ругаться из-за того, что ты поменял мою функцию, моя функция была круче, нет, моя функция круче. В общем, получается в итоге полный какой-то бардак, и с ней работать просто невозможно. Как технически эти проблемы решить? Если вот представить, что мы столкнулись с такими 3 проблемами, к нам приходит, давайте будем думать, что делать. Что нам нужно? Нам нужно решить несколько проблем. Хранение истории изменения кода, непосредственный доступ к каждой его версии. Вместо того, чтобы хранить сотни папок с билдами, называть их там как-то по-особенному, возвращаться к ним, чтобы что-то проверить или показать, нам нужен какой-либо инструмент, который позволит в любой момент быстро вернуться к любой ревизии проекта.
какая бы она ни была. Такое может случиться. Такая потребность. Абстрагированное создание нового функционала. Если вы хотите что-то сломать, чтобы что-то сделать, то лучшим вариантом будет делать это как-то абстрагированно, не мешая себе, не рискуя, и при этом не задевая работу других разработчиков. Это было бы вообще шикарно. Совместная работа над проектом в целом и разрешение конфликтов, связанных с изменением одной и той же части кода. Сейчас такое время, что проекты достаточно массивные, большие, сложные, над ними работает большое количество людей, чаще всего больше 1 человек. Поэтому вполне вероятны конфликты между изменениями разных людей. И нам нужен инструмент, который будет каким-то боком помогать понять, что мы хотим получить в итоговой версии проекта из того, что мы делали другие люди. И ключом для решения этих проблем будет то, что уже придумали, система контроля версий. То, о чем мы, собственно, и поговорим. Дополним немножко наше определение. Как правило, системы контроля версий применяются для хранения исходного кода каких-либо проектов, IT-проектов, но в целом это не есть обязательным, так как я думаю, что системы контроля версий могут применяться и к совершенно разным видам деятельности, будь то условно копирайтинг, или дизайн, или какие-то еще всякие интересные вещи, где тебе есть необходимость посмотреть на свой прошлый итог работы, чтобы, возможно, что-то из него взять и вернуть обратно, потому что в следующей версии ты это зачем-то убрал. То есть вот такие манипуляции. Смотреть на прогресс. Смотреть на прогресс иногда очень полезно. Важный момент в системах контрольных версий то, что это конвенциальный инструмент. Это означает то, что это инструмент командной работы. К примеру, тот же Git. В чем заключается конвенциальность? Либо все люди в команде следуют либо каким-то правилам игры с этим гитом, либо правильной, слаженной работы, которую предоставляет этот инструмент, просто не получится. Потому что, к сожалению, недостаточно просто внедрить в свой процесс гит и решить, что все, проблем больше не будет. Сам по себе условный гид ничего не решит. Это инструмент, который мы используем для того, чтобы выстроить флоу своей работы. То, как мы видим наше продвижение по проекту. Гид сам по себе очень сложный инструмент. Для новичков тем более, потому что он не похож ни на что. Особенно для людей, которые работали на Windows, а не на Linux, для них это вообще шок какой-то. Для меня был шок. Как раз из-за таких условности, то, что Git — это инструмент, появились такие методологии работы с гитом, как Gitflow, условно. И многие договорники между командами, как мы хотим строить наше продвижение дальше по коммитам. То есть Git сам по себе не является киллер-фичей, вся команда должна быть ознакомлена с вашими личными правилами использования этого инструмента как команды. И тогда Git становится мощным инструментом. Каждый раз, когда вы приходите в новую команду, в новый проект, всегда нужно не забывать уточнить, кто как они пользуются системой контроля версий. Во-первых, какой. Удивлюсь, если это будет не Git, но все равно. Какие есть нюансы в создании веток, в том, как мы пишем коммиты, как мы описываем сообщения в коммитах, как у нас настроен условный continuous deployment, если у нас такой есть, CI/CD. И это все очень важно, потому что работа в команде — это такая же сложная штука, как и Git в принципе тоже, потому что для того, чтобы что-то сломать в командном конвейере работы, достаточно просто не предпринимать вообще никаких действий. То есть просто прийти, если ты ничего не сделаешь, то ты уже, скорее всего, что-то сломаешь в процессе. Когда выстроенные процессы, в которые ты приходишь, ты можешь просто буквально с каким-то коммитом непонятным или созданием какой-то ветки или какого-то pull-реквеста просто поломать то, как люди работают. Это нехорошо. Система контроля версий помогает сгладить углы в работе, несмотря на сложность инструментов.
Представив те вещи, о которых я говорил выше, про те проблемы, с которыми нужно столкнуться, я думаю, сложность гита обусловлена как раз теми сложностями, которые могут у нас вызвать некоторые ситуации во время работы. Давайте поговорим о том, какие бывают системы контроля версий в целом. Не будем говорить про конкретные представители сейчас, мы поговорим именно про типы, потому что, оказывается, их несколько. Каждый тип или вид системы контроля версий влияет на архитектуру того, что из этого потом выльется. То есть из распределенных вылился Git, из централизованных вылился SVN. И из-за этого в освоении в Git workflow с контролем версий разные. Есть два основных типа систем контроля версий: централизованные, распределенные. SVN, Team Foundation Version Control — это централизованные. Есть еще много разных примеров. Распределенные — Git и Mercurial. Кто-нибудь, возможно, из вас даже слышал слово Mercurial. Это было бы очень круто. Некоторые люди выделяют зачем-то локальные системы контроля версий, но это больше похоже на тот пример с zip-файликами, которые люди помечают, и чтобы не потеряться в том, что происходит. Поговорим про централизованные системы контроля версий. Для организации такой системы контроля версий используется единственный центральный сервер, который содержит все версии файлов. Клиенты, обращаясь к этому серверу, получают из этого центрального хранилища требуемую версию файлов. Применение централизованных систем контроля версий очень длительное время являлось стандартом, но через какое-то время Git все-таки победил. Клиенты подключаются к серверу по топологии звезды. Особенность централизованных систем контроля версий заключается в том, что вы не можете нормально работать с ней, не будучи непосредственно подключенной к этому серверу. То есть в каком-то понимании это является онлайн-работой. Если у вас нет подключения, то вы банально не сможете зафиксировать свои изменения. Ей обязательно нужно согласовать ваши изменения в вашем какой-то новой ревизии с теми, кто находится на сервере. Именно из-за этой архитектуры централизованных систем контроля версий выплывает проблема с трудностью некалечащих и абстрагированных флоу разработки, о которых мы говорили. То есть речь идет о ветках условных, которых, например, нет. В освоении, как я прочитал недавно, появились ветки, но они несравнимы в использовании с теми ветками, которые предлагает тот же Git. И это не проблема разработчиков SVN. Это проблема именно архитектуры централизованных систем контроля версий. Они не могут выйти из рамок этой работы. Такими системами легко управлять из наличия единственного сервера, но при этом наличие централизованного сервера приводит к возникновению единственной точки отказа в виде самого этого сервера. В худшем случае отключения этого сервера разработчики не смогут закачивать файлы. Самым худшим сценарием является физическое уничтожение сервера или вылет диска. Он приводит к полной потере кодовой базы. Если у вас, конечно же, нет отдельного бэкапа. Несмотря на то, что эра SVN, в принципе, прошла, сейчас появился тренд у некоторых больших компаний перехода от Git к SVN. Не знаю, насколько он долго продлится и правда ли это на самом деле, но это связано с тем, что SVN позволяет осуществлять селективные чекауты, что подразумевает собой выкачку только определенных файлов с сервера. То есть этот подход набирает популярности при использовании монорепозиториев, где тебе не нужно использовать какой-то... Не нужно выкачивать все проекты, условно, а тебе нужно что-то одно. Теперь поговорим про распределенную систему контроля версий. Это чуть интереснее. Поговорим про причину появления, почему это вообще так случилось. В начале 90-х годов начали появляться некоторые проекты, которые поддерживались большим количеством людей из разных уголков мира. Одним из таких популярных проектов был kernel Linux. После того, как он стал open source проектом. Менеджерить такой большой проект с большим количеством людей без порядочной системы контроля версий крайне тяжело.
потому что мало того, что много версий локально у каждых людей у себя, что-то там понаписывали, все участники работают в разное время, у всех разная география, это очень тяжело. К истории создания kernel Linux мы скоро еще вернемся, потому что с гитом это очень даже связано. Для устранения единственной точки отказа используются распределенные системы контроля версий. Они подразумевают, что клиент загружает себе весь репозиторий целиком вместо выкачки конкретных интересующих его файлов. То есть, условно, если умирает любая копия репозитория, то это не приводит к потере кодовой базы. Если у кого-то из клиентов есть склонированный репозиторий. То есть каждый раз, когда вы клонируете себе репозиторий локально, вы, по сути, храните полноценный бэкап, благодаря которому можно восстановить репозиторий. Все копии являются равноправными и могут синхронизироваться между собой. Еще раз, суть распределенной системы заключается в контроле версий в том, что каждый разработчик имеет свою личную копию кодовой базы, абсолютно всю. Со временем появилась нужда в неком центральном сервере. То есть получается, что в распределенных системах контроля версий у вас нету архитектурной нужды иметь центральный сервер, который будет принимать и отдавать версии. Люди могут обмениваться изменениями между друг другом. Им не нужен центральный сервер. Но со временем появилась нужда в центральном сервере, который мог бы быть постоянно онлайн, в отличие от тех коллег, которые могут быть где-то за океаном, и который мог бы постоянно отдавать нужные версии проекта. В отличие от централизованных систем контроля версий, наличие подобного центрального сервера не является обязательным. Гибкость распределенных систем контроля версий позволяет этого избежать. И наличие этого сервера стало возможно только потому, что разработчики могут договориться о том, что нам нужен такой сервер. Архитектура Git позволяет это не делать. В документации Git есть уведомление о том, что вы можете использовать Git в non-centralized workflow и centralized workflow, что, в принципе, я изобразил здесь на двух диаграммках, когда люди перекидываются версиями между друг другом без использования какого-то общего одного клиента. Давайте немножко поговорим про тот самый Git. Почему именно его мы используем вообще? Как он появился на свет? Почему он такой сложный? И почему вообще так называется? Почему называется Git? Git начал разрабатывать скорее Linus Torvalds. Вы его знаете по такому небольшому проекту, как Linux Kernel, такому небольшому маленькому. И в одном интервью он рассказал, что он эгоистичный ублюдок и называет все свои проекты в честь себя. Сначала он назвал первый проект Linux, а теперь назвал проект Git. И оказывается, что в британском языке слово Git обозначает что-то вроде неприятного человека, поэтому он так достаточно иронично к этому отнесся. Вообще Linus интересная достаточно личность. Круто, что у нас она такая в индустрии есть. Он может быть веселым, он может быть злым, он может быть эгоистичным, как мы теперь знаем. Про это мы тоже чуть позже поговорим. Причина появления Git на свет. Когда-то очень давно Linus начал разрабатывать kernel для Linux. В какой-то момент проект стал настолько большим и сложным, что он решил открыть этот проект миру, сделать его open-source, для того, чтобы расширять географию людей, которые будут контрибьютить в этот проект. Конечно же, проект клевый, все подключились к этому, начали разрабатывать kernel вместе. Все люди очень умные. Но проблема осталась та же. Люди в разных местах, нужно хорошо контролировать версии, особенно такого большого проекта. И Linus договорился с проектом BitKeeper, которая являлась в тот момент системой контроля версий,
На бесплатной основе BitKeeper предоставили команде разработчиков Linux свою систему контроля версий. Она была не идеальна, по их словам, но она как бы свою работу выполняла какую-то. Но потом случилось одно событие, которое поменяло нашу судьбу с вами. Поменяло то, как мы разрабатываем наши продукты сейчас. В 2005 году компания, разрабатывающая систему контроля версий BitKeeper, порвала отношения с сообществом разработчиков ядра Linux. При этом история, как это произошло, она... возможно, ее кто-то лукавит, когда ее рассказывает, но я слышал такую версию. Что в 2005 году компания, которая разрабатывает Linux, просыпается и проверяет, видит, что BitKeeper не работает. Вчера был последний день лицензии, бесплатно. Нужно провести механическое действие, продлить нам лицензию. Мы же договорились, правильно, что мы будем бесплатно ее использовать. Linux пишет менеджерам BitKeeper, на что получает ответ с недопониманием, типа, а что вообще вы решили, что мы должны давать бесплатно? Что, видимо, крайне сильно разозлило Линуса, и он решил проблему очень радикально, и он решил полностью уйти от BitKeeper, за такое наглое поведение, и разработать свою личную систему контроля версий для разработки Linux. Потому что ему нужно было каким-то боком держать это все. У него были какие-то претензии к BitKeeper, нужно было что-то сделать свое. После этого в 2005 году, в апреле, началась разработка. Ее начал сам Linus. В июле он ее передал человеку под именем Джунио Хаману. И в декабре 2005 года Git 1.0 уже был выпущен. И им можно было пользоваться. Многие алды заявляют, что Git по сравнению с Mercurial намного сложнее в архитектуре и в использовании. И требует намного больше телодвижений от разработчика. То есть, при том, что еще и Mercurial написан на Python, кстати, а не на C. На C Linux 20 века. Вот. И поэтому, если вы знаете Git, и вам вдруг придется перейти на Mercurial, то в целом вы с задачей должны, в принципе, справиться. Сам по себе Git, как и большинство Linux-программ, является технически утилитой консольной строки, исполняемый файл. Без какого-либо интеракция с ним происходит через терминал, через команды. В принципе, как и многие программы, которые на тот момент разрабатывались для Linux. Git был полностью закрыт для работы с Linux большое количество времени, длительно достаточно, и только через какое-то время был портирован на Windows. Сейчас поддерживается отдельно Windows-версия, отдельно версия под Linux. Из популярных оберток Git в первую очередь выступает Tortoise Git. Возможно, кто-то тоже из олдов помнит эту классную черепашку. Я лично не пользовался никогда, но знаю, что это была достаточно удобная штука. По факту это обертка визуального интерфейса над вот этой консольной программой, которую написали. Также в качестве GUI над Git'ом выступают различные IDE-шки, которые включают в себя возможность работы с репозиториями. Например, изображен здесь скриншот из Visual Studio. Не знаю, какой 20-й, может быть, 19-й, не знаю. Но, на мой субъективный взгляд, с которым вы, можете быть не согласны, любое сокрытие того, как работает Git при помощи GUI, притом при помощи GUI, который еще добавляет свои некие сленговые названия для того, чего в Git в принципе не существует, это не очень хорошо.
Условно, здесь на скриншоте изображена кнопка Sync, который, в принципе, в терминологии гита, если я ничего не ошибаюсь, можете меня поправить, ее нет. То есть я могу понять, что Sync, скорее всего, это git pull и git push. Но тут об этом ничего не сказано. Поэтому либо это стоит бы переименовать как-то по-другому, либо вообще лучше бы это не использовать, потому что вы не знаете, как это работает на самом деле. Не контролируйте ситуацию. Всегда приятнее ситуацию контролировать все-таки. Но у GUI есть свои плюсы, конечно. Есть некоторые вещи, с которыми GUI справляется намного лучше, чем если бы это все делали в консоли. Во-первых, при помощи GUI есть возможность коммитить строки файлов, а не сами полноценные файлы, которые можно коммитить через терминал. Можно коммитить строки файлов через терминал, но это крайне неудобно. Поэтому желательно, если вам понадобится это такое делать, я позже расскажу, когда вам, возможно, понадобится это сделать, то лучше делать это через GUI. У IntelliJ есть в каком-то из их утилит есть возможность использовать как раз такой вот специфический построчный коммит. Далее через GUI можно писать длинные коммит-месседжи, не однострочные, а многострочные. Ну, это скорее не через GUI, а через текстовые редакторы, ну, как бы такое. Как бы GUI. Смотреть на то, как красиво у вас выглядят веточки, через GUI смотреть приятнее, чем то, что можно нарисовать в консоли. Ну и самое главное, это мерж конфликтов, когда у вас просто есть утилита, которая этим занимается, вы все смотрите, разбираете, что нужно, что не нужно. Делать это в консоли? Нет. Вообще никак. Какой-то очень умный человек когда сказал, что вы не сможете полноценно пользоваться гитом, если вы его не выучите. Пользоваться гитом вы можете, если вы его до конца не выучите. Просто всегда будет казаться ощущение недосказанности. Все время как будто какая-то магия происходит на фоне. Поэтому я немножко хотел бы эту завесу магии приоткрыть для тех, кто, возможно, не в курсе, как работает гит у вас на компьютере, что там происходит. Поговорим о 3 деревьях гита. Так, меня вроде бы видно здесь, да. Значит, когда вы создаете репозиторий. Что такое репозиторий? Репозиторий, ну, в общем-то, три понятия того, что внутри себя содержит ваш гит. Репозиторий — это хранилище истории изменений вашего кода. Это то самое дерево, которое решает проблему возвращения на предыдущую версию нашего кода. По сути, когда вы создаете репозиторий при помощи команды git init и создаете, у вас появилась скрытая папочка .git, по сути, это как бы и есть ваш репозиторий. Это он. Там внутри конфиги, куча каких-то файлов очень интересных, про которые мы сегодня говорить не будем, потому что было бы очень долго. Коммент может быть потом. Дальше. Индекс. Про индекс мы поговорим еще чуть-чуть позже. Но вкратце это место, где хранятся копии файлов из рабочей папки, которые должны пойти в следующую ревизию проекта. Это такая буферная зона между тем, что у вас в рабочей папке, и то, что у вас уже сохранено как отдельная версия. Рабочий каталог, либо working directory — это извлеченная из репозитория копия определенной версии проекта. Это то, где мы, собственно, работаем, пишем что-то новое. В этой, собственно, папке, когда вы находитесь в руте этой папки, вы, если видите, что у вас есть скрытая папка .git, то, поздравляю, вы сидите, значит, в рабочем вашем каталоге. Интересный факт. Ревизия — это объект, хранящий изменения состояния проекта, то есть это очередная зафиксированная версия проекта. Ревизию часто называют коммитами, потому что ревизия создается при помощи команды git commit. Мы привыкли их называть коммитами, по факту это не коммиты, по факту они называются ревизиями, правильно. В документации так написано. Но это такое. Про это мы поговорим чуть-чуть подробно тоже чуть позже, про особо, еще чуть глубже умудримся залезть в архитектуру на более конкретных вещах. Теперь еще раз немножко про роль гид-сервиса хостинга репозитория.
GitHub, Bitbucket, GitLab, name a few, так как говорится, вообще понятия не имеет, что такое... Ну, Git не понимает, что такое GitHub, Git не понимает, что такое Bitbucket, Git не понимает, что такое любые подобные сервисы. Вспомним еще раз архитектуру распределенной системы контроля версий с использованием некого центрального репозитория. Есть сервер, на который клиент А отправляет условно какие-то изменения, чтобы ваш коллега, клиент Б, забрал эти изменения себе и написал что-нибудь дальше, что-нибудь другое. Для того, чтобы построить такой вариант с таким сервером, нам бы, по сути, нужен был бы новый какой-нибудь системник с открытыми портами, поднять на нем какое-то программное обеспечение, создать на нем, собственно, репозиторий, установить на него гид. Большое количество геморроя и проблем. Поэтому, чтобы этих проблем у нас не было, существуют такие сервисы, логотипы которых изображены на экране, тот же самый гид, который по факту является просто хостингом этих репозиториев, чтобы мы не занимались этими вещами сами, чтобы мы не создавали этот централизованный какой-то сервер, чтобы мы не хранили свои... У нас не было одной единственной точки отказа, если бы мы отдаем responsibility GitHub на то, чтобы они хранили наши репозитории в целостности и сохранности. То есть Git понятия не имеет, что такое GitHub. У Git просто есть в конфигурации веб-адрес, по которому он может обращаться к некоторому репозиторию в сети, а не только к репозиторию на локальном диске, условно. То есть, когда вы, условно, заходите на GitHub, нажимаете «Создать новый репозиторий», условно, очень условно, то есть наверняка там есть какие-то еще телодвижения, но все, что происходит там, просто где-то на машине, на сервере GitHub кто-то автоматически прописывает команду git init, создается новый репозиторий, и создается ссылка доступа к этому репозиторию, remote-ссылка, которая вам выдается как пользователю для пользования локального, для подключения. Про внутрянку этой папки папки.git этого репозитория мы пока смотреть не будем, может, чуть позже переглянем, потому что время уже идет, надо спешить, мне кажется, немножко. Я немножко не успеваю. Немножко поговорим дальше про архитектуру, но я подготовил небольшой Git-репозиторий тестовый. Здесь нет ничего. Здесь есть remote-репозиторий, пару файлов, и этот репозиторий у меня склонирован сюда. Мы с ним немножко, чуть-чуть позже поиграемся, чтобы понять немножко штук, связанных с архитектурой. Так. Это у меня тот слайд. Вот у меня тот слайд. Вот примерно как выглядит архитектура Git. У нас есть рабочая папка. Вот я в ней сейчас нахожусь. Это моя рабочая папка. Вот мой репозиторий. Моя скрытая папочка .git. Вот открыт мой проект в VS Code. Репозиторий хранит сжатые снимки проекта. Для сравнения, в Mercurial, вот мы сейчас здесь изображена здесь архитектура Git, надеюсь, видно мышку. Да, видно. Если бы мы использовали Mercurial, то мы могли бы оставить, в принципе, эту диаграмму практически такой же. Мы просто убрали вот этот вариант, вот эту вот штуку, индекс stage. В Mercurial мы из working directory все перекидываем некоторыми добавлениями новых файлов, новых версий в локальный репозиторий, или же получаем обратно то, что нам нужно. В Git есть вот этот вот интересный индекс, про который мы сейчас поговорим. Также для сравнения с Mercurial. В Mercurial история коммитов представляет собой изменение разницы между коммитами. То есть мы не храним каждую отдельную версию, мы храним только слепки того, что у нас поменялось. В Git мы храним ревизию целиком. Это нам позволяет после этого восстанавливать полностью Git-репозиторий. И, в принципе, может показаться, что Mercurial этим является круче, но разница не настолько велика.
потому что в целом репозитории Git достаточно хорошо упаковываются и не занимают достаточно много места, не намного больше места, чем репозитории Mercurial, поэтому в целом этой проблемы нет. У Git устроено все немного сложнее, чем у Mercurial по его архитектуре. У нас есть здесь некая трехслойная архитектура, добавляемая вот этим вот индексом. Попробуем объяснить на примере, зачем он нужен. Представьте, что вы разрабатываете некоторую условную функциональность. Пока вы ее делаете, замечаете, что существует некий баг. И вы тут же решаете, что, наверное, его нужно все-таки решить. Вы решаете его на месте, когда вы находите, продолжаете делать какую-то фичу. Когда вы заканчиваете баг и фичу, вы думаете, ну все, сейчас все закоммичу. Я все решил, я молодец. Но если посмотреть, что получилось, теперь у нас в рабочей папке находятся изменения, которые касаются не только непосредственно самой фичи, а еще и в том числе бага. И тут заходит уже дело о конвенциальности, снова-таки, о командной работе и о правилах использования. Также сюда заходит Single Responsibility Principle из Solid, который, возможно, применять не очень правильно к Git, но в целом сюда это понятие очень хорошо подходит. Когда вы коммитите несколько вещей в одном коммите, то даже для того, чтобы просто в commit-месседже описать это, вы будете добавлять слова end и запятые, то есть расширять то, что вы сделали. Принцип единственной ответственности здесь сразу же отпадает. Оно уже так не работает. С точки зрения конвенциального подхода и вышеупомянутого принципа Solid, здравого смысла и всего остального, нету смысла, нету какой-либо мотивации пихать несколько изменений в одно и то же место. Это является плохим тоном. Это можно делать, если вы так договорились сделать. То есть технически в этом нет никаких проблем, но с точки зрения хорошего тона для содержания репозитория в хорошем состоянии желательно так не делать. Интересный факт. Если баг находится в том же файле, что и фича, то может возникнуть проблема, потому что требуется делать построчный коммит, о чем мы говорили раньше. И как раз для этого можно использовать GUI для того, чтобы закоммитить какую-то определенную строку. Но не об этом. Именно для вот подобной ситуации, когда мы сталкиваемся с тем, что мы пытаемся сделать две вещи одновременно, для этого и нужен индекс. Как это работает? Благодаря команде git-add вы копируете определенные файлы в индекс. Командой git-commit вы всегда, абсолютно всегда на базе того, что у вас в индексе, создаете новую ревизию. Только на базе того, что у вас в индексе. Условно, если вы сделали какое-либо изменение в рабочей директории, добавили его на сцену команды git-add, после этого сделали любые изменения в working directory и постараетесь закоммитить, во-первых, вас предупредят, что у вас есть разница между working directory и индексом, вас попросят решить, либо вы хотите синхронизировать полностью, либо не хотите. Либо в случае, если вы не захотите, то у вас получится, что состояние рабочей директории не будет соответствовать тому, что у вас будет в локальном репозитории, какая новая ревизия сохранится. Попробуем посмотреть на то, как это все работает на практике. Смотрим сейчас на статус. Я сделаю чуть больше. На статус нашего репозитория. Сейчас у нас наша рабочая директория соответствует тому, что у нас сейчас на последнем коммите в репозитории. Они одинаковые, нечего коммитить. Далее, для примера,
У меня есть папка тест, у меня есть test.js, и я в ней условно напишу какое-либо изменение. Что мы теперь видим? Git заметил, что мы провели некое изменение, соответственно. Теперь мы хотим это изменение добавить. У нас есть 3 способа, как мы можем добавить на stage наш новый файл. Первый — git add точка. Вы его все хорошо, прекрасно знаете. Но не все знают, что git add точка работает по-разному, если вы находитесь не в корневой папке вашей рабочей директории, а в какой-то саб-папке. Точка берет и добавляет те файлы из той директории, где вы находитесь, и все подпапки, которые идут дальше. То есть, условно, если я нахожусь сейчас в этой папке, в test.js, если я сделаю git add, нет, давайте тогда сделаем еще так. Мы здесь добавим console log hello world 2. Здесь статуса мы посмотрим, что у нас теперь есть 2 изменения. И они не переведены в stage. Я сейчас нахожусь в этой папке тест. Соответственно, если я сделаю git add точку, то мы заметим, что мы добавили исключительно только то, что у нас лежит в этом сабфолдере, только здесь. Поэтому важно проверять, где вы находитесь, мало ли, куда вы залезли. Также есть абсолютный способ добавления файлов по их имени, по пути. Либо, если вы хотите добавить просто все и не хотите париться над тем, где вы находитесь, возвращаться в корневую папку, есть специальный флаг git add все, который увидит ваш репозиторий и возьмет все изменения, которые возможны, и перепихнет их на stage. Давайте это сделаем. И что мы видим? Changes to be committed. Шикарно. Мы добавили все. Дальше. Поговорим про коммиты, про вот эту команду. Многие на автомате всегда, когда пишут git commit, уже пишут сразу git commit m и начинают писать какой-то комментарий. Но, во-первых, поговорим про сами комментарии. Опять же, возвращаясь к конвенциальному правилу хорошего тона, следует всегда думать о том, что описание коммита должно быть всегда внятным. Описание small changes, описание fixes, описание asd и все остальное, improved, они не имеют никакой особой роли. Они не помогут в возможных проблемах, которые могут возникнуть позже, когда нужно будет что-либо решать, если что-то будет сломано, нужно будет искать по коммитам, искать какую-либо проблему, что случилось. Но если написать команду git commit без определенных флагов, у нас откроется наш базовый текстовый редактор, который можно изменить в конфиге гита на вашем локальном компьютере. Это может быть Notepad++, VS Code, я поставил свой VS Code. Вы можете коммитить сообщение здесь. Hello. Но если вы напишете что-нибудь еще, то мы можем делать недосрочный комментарий. Это же круто. В некоторых случаях это реально круто. Этим пользуются не все, далеко не все, но это достаточно полезная штука. Если у вас ситуация, где в коммите что-то произошло такое, что нужно просто прям написать. После того, как мы закроем редактор, либо нажмем save, все улетит. И давайте мы это все запушим и посмотрим, как это все красиво выглядит у нас в репозитории. Новый наш коммит. Мы его открываем. Наша первая строчка, наши вторые некоторые строчки, которые мы только что добавили. Прикольная штука. Многие не знают об этом, многие этим, в принципе, не пользуются. Очень зря.
Давайте мы поговорим про еще одну команду, которая называется Gitlog. Gitlog — это команда, которая позволяет нам просмотреть наши коммиты. У коммитов есть свой уникальный хэш. Этот хэш генерируется благодаря хэш-функции. Хэш-функция — это некоторая функция, которая получает на свой вход произвольный объем данных и выдает в ответ байтовый массив фиксированной длины, который с очень высокой степенью вероятности является уникальным. Возникает логичный вопрос. Почему, когда мы коммитим, мы не создаем просто эти коммиты по номерам? 1, 2, 3, 4, условно. Это невозможно сделать из-за как раз архитектуры, о чем мы говорили раньше. Из-за условностей архитектур. Из-за распределенности гита. Гит — это распределенная система контроля версий, поэтому вы можете делать коммиты, находясь в своем локальном репозитории, не синхронизируя их с каким-то центральным сервером. И ваш коллега может делать такие же коммиты. И, соответственно, когда придет момент, когда вам придется эти коммиты каким-то боком сливать в нечто единое, произойдет беда. У вас будут идентификаторы, и как это мержить, что с ним делать, нереально, непонятно. Вот в централизованной системе контроля версий такой проблемы не было, потому что вы всегда подключены к центральному серверу. Поэтому каждый ваш коммит всегда зафиксирован. Благодаря вот этой вещи мы можем переключаться при помощи команды checkout на прошлой версии нашего программного обеспечения при помощи этих штук. Более того, мы можем переключаться к коммитам несколькими способами. Абсолютным, именованным и относительным. Абсолютный — это банальный переход по хэш-коду, git checkout хэш-код. Можно использовать не весь хэш-код, а только его часть. И Git сам найдет, в принципе, тот коммит, к которому вам нужно перейти. Именованный. Коммиты могут иметь имена, либо теги, но об этом мы сейчас не будем говорить. И относительный способ. Этот способ построен на указателе head, который здесь указан, который, можете заметить, head — это указатель на коммит, который вы только что загрузили в рабочую папку. То есть тот коммит, на котором мы находимся сейчас, является хедом. Соответственно, нам не обязательно получать информацию о всех коммитах команды gitlog, копировать каждый раз какой-то определенный коммит, хэш и переключаться. Мы можем благодаря относительным командам переключаться на коммиты позже, на коммиты раньше. Поэтому давайте попробуем это сделать. Git commit head, тильда. И можем здесь 1, 2, 3, 4. Это то, на сколько коммитов мы хотим переключиться. Также есть другой синтаксис, в котором вы можете переключаться на коммиты благодаря этим крышечкам. На 1 коммит назад, на 2, на 3, на 4, на 5 и так далее. Что достаточно полезно. Именно благодаря этому вы можете всегда, когда вам нужно, переключиться туда, куда вам нужно. Как посмотреть информацию о каком-то коммите? Команда git show. Мы берем, также обращаемся к определенному коммиту через один из тех вышеупомянутых способов. Попробуем абсолютным способом. Получили информацию о коммите. Все то же самое, также с дифами, с тем, что изменилось. Соответственно, есть отдельная команда git diff, которая принимает на вход 2 коммита. Условно, если вы хотите проверить, какие изменения произошли между последними и прошлыми 2 коммитами, что вы можете сделать? Git head 1 head. Таким образом, мы смотрим, что мы спустя с прошлого коммита мы изменили вот таких-то файлов, добавили то-то, то. Именно благодаря таким вещам, таким командам гита,
GitHub позволяет нам с более удобным способом смотреть на разницу между файлами, представляет для нас удобный пользовательский интерфейс. Все это, в принципе, благодаря вот этому. Так, давайте, у нас осталось буквально 6 минут. Давайте я одну тему здесь пропущу. Мы поговорим про состояние в текущей рабочей папке, про команду git-status. Какие они еще могут быть. И мы на этом будем заканчивать. Команда git-status. Мы можем проверять то, что у нас происходит в рабочей папке. То, что я показывал изначально, когда мы вводили некоторые изменения в файле. Файлы могут быть 3 типов в рабочей папке. Ignored, untracked и tracked. Ignored. Git никогда не покажет ignored файлы в своих командах. В git-статусе, в других местах он их игнорирует. Игнорирует их благодаря файлу .gitignore, который у меня в этом репозитории имеется. В которой я просто указываю то, что я хочу скрыть от лишних глаз. Так, ладно, понятно, все залагало, ничего страшного. В общем, также файлы, которые были новосозданными, они еще ни разу не добавлялись на stage, помечаются тегом untracked. То есть, условно, если я создам здесь новый файл, то при проверке git-статусе этот файл будет untracked. После того, как мы хотя бы раз добавим его в stage, этот файл меняет свое состояние на tracked. В то же время файлы tracked могут быть modified или не modified. То есть, если с момента предыдущего коммита вы изменили этот файл помечается как modified, а если нет, то unmodified. В целом, примерно так выглядит то, как у нас работает все в Git. Жалко, что отрубилась вебка. Мы разобрались с тем, что такое система контроля версий. Мы посмотрели на архитектуру Git. Мы немного поработали в быстром темпе с командами, взаимодействия с репозиторием, с коммитами, как понять, что происходит у вас в данный момент сейчас. Поговорили немного про философию работы с Git, если можно так ее назвать, про конвенциальность, про командную работу. Мы не говорили сегодня о методах, слиянии и всех остальных других вещах, потому что это просто буквально мне сейчас времени особо не хватило. Вот. Я надеюсь, что кто-то что-то вспомнил, кто что-то забыл, кто-то, может быть, что-то новое выучил, кто-то просто хорошо провел время. Так, вижу, что вопросов, скорее всего, нет. В таком случае большое всем спасибо. Мне было приятно, что вы здесь находились, смотрели мой первый доклад. В таком случае всем спасибо, всем хорошего дня и увидимся.